Я всех приветствую и особенно приветствую всех любителей странных компьютеров, потому что в этом видео речь пойдет, наверное, о самом маленьком, я бы даже сказал, супер крошечном мини-компьютере. И что самое смешное, знаете, у него 16 оперативы, 512 SSD и на нем можно даже запускать игрушки. Цена такой модели QB Pro от фирмы Junibox порядка 20-22 тысяч рублей. Короче, тут даже дело не в том, что за 20 тысяч у нас мини-ПК, 16 оперативы и 512 SSD плюс 4-ядерный процессор, а то, что вот в этой коробочке размером меньше, чем геймпад от Xbox или даже меньше, чем компьютерная мышка, в этой коробочке стоит железо, которое в целом, знаете, справляется с базовыми офисными задачами. Ну, типа работа в редакторе, презентации, просмотр видео в YouTube, видеозвонки и прочее лабудение офисное. Но я решил все же сделать из этой коробочки Steam-машину, не знаю, Steam-платформу и подключить к своему телевизору. И да, результат весьма-весьма интересный. Но еще что было куда интереснее, это именно содержимое внутри корпуса этой коробочки, и это вызывало у меня лично еще больше вопросов. В общем, все это мы с вами обсудим в этом видео, разберем мини-ПК, проверим, но сделаем это с вами после небольшой рекламной паузы. Друзья, обычно слово «хакер» носит весьма негативный окрас и ассоциируется со всякими негодяями, занимающимися темными делишками в интернете. А ведь есть целая профессия «этичный хакер», суть которой заключается в проверке безопасности и поиске способов обхода защиты. Среди таких хакеров даже соревнования проводятся. К примеру, Тинькофф CTF. Тинькофф CTF – это соревнования по спортивному хакингу, которые пройдут как онлайн, так и офлайн в 16 городах России, Беларуси и Казахстана. Участвовать могут любые желающие, как в одиночку, так и командами до 3 человек. На выбор есть две лиги. Новичок в кавычках для тех, кто является опытным IT-специалистом, разработчиком, инженером или аналитиком, уже достигшим уровня мидла, но еще ни разу не участвующий в CTF, а также опытный для тех, кто участвует не впервые. Есть даже возможность подбора команды. В течение 36 часов вам предстоит решать различные задачи вроде проверки на безопасность в вебе и мобильных приложениях. Сильнейшие участники получат призы до 420 тысяч рублей, а топ-15 команд в каждой лиге памятный сувенир в виде плюшевой капибары. В офлайне вас тоже ждут разные интересные активности, квизы, консультации, мерч и многое другое. Если вы заинтересовались и хотели бы проверить свой скилл на прочность, то переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на Тинькофф CTF до 19 апреля. Пусть победит сильнейший. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, что насчет комплектации, то думаю, вы уже все видели, там особо ничего интересного, это сам мини-ПК плюс кабель HDMI, дальше у нас идет документация, держатель крепления к монитору и, конечно же, блочок питания. Последний, кстати, я не очень понял вообще, почему именно блочок питания отдельный, если сам ПК съедает там, ну, не больше 15, 20, возможно, там 30 Вт, и можно было просто зарядник сюда поставить Type-C на 30 Вт, и на этом как бы все. Но на корпусе нет, кстати, разъема Type-C, поэтому не получится питаться от кабеля. Но зато полно всяких там лишних типов подключений. Например, я не очень понял, зачем нам именно два коннектора под сетевую, то есть под LAN кабель. Это очень странное решение. И также я не понял, зачем нам целых 3 слота HDMI. Лучше бы просто сделали один HDMI плюс один DisplayPort. Но у нас 3 HDMI и еще целых 3 USB 3.0. Нет, это ни в коем случае не претензия. И так спасибо, что в такой маленькой коробочке напичкали кучу возможностей для подключения. Просто действительно вот, ну, не хватает обычных Type-C и, возможно, там DisplayPort вместо 3 HDMI. А так, в принципе, ну, претензий, конечно же, нет. И еще я бы отметил подсветочку в нижней части корпуса. Она, кстати, даже настраивается через приложение Windows. И еще, что меня тоже удивило, это то, что из коробочки уже установлена лицензионная Windows 11 Pro. Знаете, сколько стоит сегодня Windows 11 на флешке лицензионная? Вот именно 8-9 тысяч рублей. Так что при стоимости всего ПК за 20-очку, наличие лицензии Windows 11 Pro за 9000, это прям, ну, перекрывает все вопросы выше насчет USB Type-C. Ну и в целом, наверное, ну, больше нечего рассказать о самом мини-ПК. Да, его размеры очень крошечные, он очень маленький, помещается буквально в кармане штанов с запасом, ну и по размерам меньше, чем, не знаю, даже не знаю, честно, с чем сравнить. Короче, он просто очень маленький. И вот, судя по размерам, хотелось бы честно увидеть, что же там внутри запихнули и как все это уложено.
Для этого стоит, конечно же, разобрать полностью корпус, и делается это в целом, ну, довольно просто. Во-первых, сверху у нас съемная крышечка на защелках, под которой находится SSD-накопитель в формате M2, но размеры SSD, на секундочку, не стандартные, а формата 2260. Это обычный SATA SSD, не скоростной, поэтому скорость у него будет там, ну, 500 метров на чтение и 500 на запись, как у обычного 2,5-дюймового SSD. Но можно в этот слот поставить и супербыстрый SSD-шник типа NVMe хоть на 2 терабайта за 15 тысяч. Но я не думаю, что будет прям желающий поставить в этот ПК за 20-очку SSD-шник за 15, поэтому и так сойдет. Окей, едем далее, и теперь под резиновыми ножками откручиваем 4 винта и раскрываем RGB панель с подсветкой. Эта панель тоже прикручена на 4 винта, и тоже нужно открутить ее, но уже иной отверточкой с длинной крестовиной. После вскрытия видим у нас большой довольно турбинный вентилятор, кстати, примерно на 5 сантиметров, и также маленький радиатор, что выбрасывает воздух снаружи, то есть наружу. Разумеется, и это охлаждение тоже нужно снять, чтобы посмотреть на саму печатную плату с процессором. И поэтому отстегиваем там серию проводочков, Wi-Fi снимаем модуль, Bluetooth, и вот перед нами по сути сердцевина компьютера, сама материнская плата и охлаждение. Как видим, у нас все очень компактно устроено, но при этом, скажу честно, я удивлен самим качеством радиатора. У него есть даже одна тепловая трубка, он полностью медный, и снять его, заменить термопасту, тоже не составляет никакого абсолютно труда. Откручиваем вертушку, откручиваем прижимы самой пластины, и вот перед нами после поднятия этого радиатора видим, что китайцы вообще не жалели, то есть буквально утопили процессор в термопасте. Я думаю, те, кто собирали эти мини-ПК, явно были не в курсе, что пасты нужно, ну, буквально очень мало, просто капелька мизерная прямо на сам кристалл, и этого более чем хватит. Но у нас все замазано буквально пастой, и это неправильно. Это даже очень полезно именно для термообмена с самим же радиатором. И потом, чуть позже, я покажу своим зрителям результаты тестов с пастой, что была изначально залита, и разницу после моих действий замены термопасты на более качественную и нормально нанесенную на процессор. И скажу вам, разница там, ну, довольно заметная. Не критическая, но довольно существенная. Поэтому, да, я решил заменить пасту на MX4, причем совсем малость, намазал буквально 2 нажатия, и на этом все. Потом аккуратненько размазываем, и вот, в принципе, все готово. А так, ну, в целом даже не знаю, что еще можно интересного вам рассказать. Кстати, я нашел таки оперативную память, это DDR5 на частоте 3200, по-моему, и она запаяна в саму материнскую плату в виде одного чипа, и на этом как бы, ну, больше чипов я не нашел. Это прям интересное решение, необычно видеть оперативу в одном чипе на 16, но что еще более интересно, так это сам процессор Intel N100. Если вкратце, то это очень свежий процессор, Adler Lake, по-моему, 2023, конца 2023, и, внимание, это 6-ваттный процессор на 4 честных ядра на частоте 3400 со встроенным видеочипом Intel UHD 600. И это прям точная копия, если помните, процессора i5 7400 на 65 Вт. Если вот вернуться в прошлое, там был такой процессор 7400 настольный 6 лет назад. Так вот, спустя 6 лет Intel сделали 6-ваттный проц с такой же мощностью, ну там плюс-минус, но теперь он помещается в мини-компьютере, что помещается в ладони. Одним словом, не самое далеко, не самое слабое железо внутри этого мини-ПК. И вот интересно, как все это работает именно в реальности. И если в двух словах, то работает как обычный ноут, ну там примерно за 30-40 тысяч нормально открывается все, видео запускается в YouTube без тормозов и даже в 4К. Но меня лично интересует, что если сделать из этой коробочки чисто платформу для запуска Steam Launcher, буквально при запуске мини-ПК. Так что буквально нажал одну кнопочку, и все, сразу стартует Windows, и потом запускается Steam. Поэтому я выставил запуск Steam именно в режиме Big Picture, и потом теперь, то есть я запускаю мини-ПК, то сразу у меня сперва стартует винда, там буквально за 10 секунд, и потом уже через 5-6 секунд запускается сам Steam, именно в режиме полноэкранном. И мне не нужна больше мышка, там клавиатура, нужен только обычный геймпад, например, от Xbox, и на этом все. Можно запускать несложные игрушки, например, там сперва я решил закинуть Counter-Strike вторую часть в 720p на низких настройках, чтобы понять примерно, что может такой видеочип UHD 600. Ну и может, конечно, он не особо густо, в среднем у нас 35-40 кадров, это не очень комфортно для контры, я бы даже сказал, вообще не комфортно, и поэтому про трехмерные проекты, где нужен мощный видеочип, можно просто забыть. Зато если закинуть, например, Hades или там Cuphead, вот тут уже можно выставлять даже, не знаю, там Full HD. В целом, например, вот в Hades у нас 65-80 кадров, запись видео я, кстати, делаю прямиком с экрана телевизора, чтобы не
терять фреймрейт. А что насчет Cuphead, то тут стоит лог на 60 FPS в самом движке, и поэтому стабильные 60 у нас не меняются. Причем как раз вот такие проекты, что управляются с геймпада, идеально подходят под Steam платформу, потому что трехмерные шутаны, это нужно мышку подрубать, там, не знаю, подключать клавиатуру и так далее. Так что да, запустить несложные двухмерные хиты вполне реально на этом мини-компьютере, и работает они более чем комфортно. Я даже первый Half-Life закинул для интереса, он тоже выдает нам 50, 60, возможно 70 кадров. Кстати, помните, я в начале видео рассказывал про замену термопасты, так вот обратите внимание на результаты температуры процессора до и после. После замены термопасты видим, что разница местами почти в 10 градусов, но если честно, то даже 70, те, что были прям из коробки до замены термопасты, вообще довольно смешные на фоне ноутбучных, что жарят там по 90. Так что, с одной стороны, да, я снизил температуру замены термопасты и намазал ее правильно, а с иной стороны, ну я бы не сказал, что это вот прям, ну, острая необходимость. Нет, это чисто, конечно, если вам это захочется, потому что температура 70 тоже вполне адекватная. Короче, вот такой он мини-ПК от Junibox за 20-очку. Не знаю, наверное, я оставлю его пока что себе в качестве Steam платформы. Там бывает, хочется, знаете, на диване запустить казуальные проекты. Посмотрим, в общем, что из этого получится. Будет ли в этом польза, пока что я оставлю. Если не будет никакой пользы, то сделаю конкурс на этот мини-ПК для своих подписчиков. Пока что пусть просто полежит до поры до времени, и дальше будет уже видно. Может, найду ему действительно применение. Вот такой как бы у нас получился мини-ПК. На этом, я думаю, больше нечего добавить и рассказать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делайте подписку. Ну а я пошел делать видео на воскресенье. Всем еще раз удачи и не болейте. До новых встреч на канале. Пока-пока.